такое отношение хуже, чем к скотине. Здесь до центра 5 минут, это Хабаровск. Здесь на бараках висел плакат «Трамп, помоги, Сталина на вас, пидорцы, нет». Вот я привез. Мы нашли подземелье. Много каких-то надписей против Путина. Это история Хабаровска. Просто какой-то какая-то просто деградация повсюду. Российская строительная отрасль отстает от европейской на несколько десятилетий. Звучит ужасно, но на самом деле в этом есть и плюс. Ведь мы можем учиться на чужих ошибках и перенимать только лучшие практики и технологии. Это касается как массового жилья, так и частных домов. Так что, если вы мечтаете построить себе частный дом, то я очень советую сначала посмотреть на то, что строят за рубежом. Сделать это можно на канале Сергея Домогацкого. Передаю ему слово. Варламов делает очень классное и полезное дело. Он ездит по всему миру, изучает урбанистику, инстраполирует мировой опыт на Россию, рассказывая о том, как нужно правильно строить города, дороги и прочее. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей Домогацкий, и на моем YouTube-канале вы найдете десятки, если не сотни роликов о том, как строить красивые дома, виллы, а также целые коттеджные поселки, допустим, для себя, для продажи, для сдачи в аренду, как строить эффективную недвижимость, на которую будет высокий спрос, как зарабатывать сотни процентов годовых на сдаче в аренду недвижимости. А также я рассказываю о фишках, дизайнах, отделке и строительных технологиях, которые я собирал просто по всему миру, и всем своим опытом я делюсь на своем YouTube-канале. Переходите на мой канал. Спасибо, Илья, за интеграцию. Я приехал в Хабаровск, один из лучших городов России. Недаром он изображен на 5000-й купюре. Согласитесь, абы какой город не изобразят на клочке бумаги, на которой можно целый месяц оплачивать коммуналку в муринской однушке. В принципе, мне здесь понравилось. Но и у Хабаровска не все гладко. Город с каждым годом становится все хуже. Три большие проблемы Хабаровска – это неуместное строительство, старые развалившиеся дома и то, что по городу очень сложно ходить пешком. Пойдем, Кир, попытаемся не сломать тут ноги. Символ этой сложной ходьбы и пренебрежения к пешеходам – надземный переход, уродливая многоуровневая конструкция прямо напротив краевой администрации. Для того, чтобы нам перейти на другую сторону, нам предлагается вскарабкаться по этим ржавеющим лестницам. Что делать людям с колясками, с багажом, инвалидам, пожилым, не сообщается. То есть это место только для молодых и сильных, кто может преодолеть вот эти вот препятствия. Все такое засранное, ржавеющее, с потеками. Самый центр города. Друзья, мы вынуждены подниматься на эту отвратительную конструкцию, чтобы перейти на главную площадь. Ну, вот здесь вот видно, что нам пришлось подняться на уровень 3-го этажа. Ужасная конструкция. Вообще непонятно, как она здесь существует. А здесь на площади находится администрация Хабаровского края, где сидит Дегтярев. Есть еще здесь одна странность на этой площади. Это заборы. Они, все фонтаны, которые здесь на площади есть, обнесли заборами. Непонятно зачем. То есть, ну вот хорошо, на зиму они их выключили. Хорошо, но зачем их обносить заборами, непонятно. Это живая площадь. Видно, она так вот колышется, волнуется. Все эти гранитные бордюрчики, все остальное, они все живет своей жизнью. Глупость, друзья. Зачем на площади делать какую-то фигню, да, сделать нулевой километр? Окей, сделали, наверное, подразумевает, что я могу подойти, сфотографироваться или еще что-то. Но нет. Они ее сделали и поставили здесь какой-то совершенно омерзительный забор. В общем, друзья, я чувствую, что весь ролик можно снимать на площади около здания администрации, потому что количество пи***ца здесь хватит прямо на огромный выпуск, можно больше никуда не ходить. Ну, во-первых, я уже сказал, что площадь, она разваливается, и здесь очень много всего необычного. Но самое необычное — это Дегтярев, который сидит в этом здании, потому что как этого человека вообще сюда могли прислать, это насколько нужно не любить хабаровчан, насколько нужно презирать людей, чтобы прислать им из Москвы этого очень странного человека. Слушайте, вы издеваетесь надо мной или что? И мы нашли, по-моему, в какой-то таинственный вход в какое-то подземелье. Тут опять же стоит забор. Здесь несколько вариантов забора. Здесь есть забор какой-то вот пластиковый, есть забор какой-то такой вот металлический. И здесь вход в какое-то подземелье. Ну что, может, мы туда пойдем? Мы нашли подземелье. Вот, просто подземелье.
Я говорю, это самое необычное место в Хабаровске. Что здесь происходит, вообще непонятно. И тут никого нет. Тут прячутся лопаты и ломики казенные. Пойдем. Пока нас тут не закрыли. В 2020 году Хабаровск стал самым протестным городом России. В июле губернатор Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации покушения на убийство. Фургал состоит в ЛДПР и был выбран в Хабаровске назло Единой России. Когда его арестовали, народ вышел на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Да, до сих пор люди каждую неделю выходят на улицы. Протесты не такие многочисленные, какими были в начале, но тем не менее они продолжаются. При этом сам город возглавляет мэр от Единой России Сергей Кравчук. После приезда со мной связались люди из городской администрации и пригласили к нему на встречу. У меня к мэру Хабаровска было много вопросов, и поэтому я согласился. Кстати, друзья, если вы хотите, чтобы я чаще ездил по городам России, показывал мэрам их проблемы, обязательно подписывайтесь на канал и смотрите выпуски БДСМ, в которых я устраиваю мэрам российских городов настоящие стресс-тесты. Может быть, вы сейчас еще быстренько переход надземный около здания краевой администрации снесете? Ну, да-да-да. Вот это шутка или... Нет, серьезно. А он вам нравится? Вот эта конструкция через дорогу там? Ну, вы знаете, Александр, что тут... можно сказать, Да. честно, открыто. Да. Не я его строил. Естественно. И не мне его сносить. Как это так? Подождите. Это история Хабаровска. Этот переход – это недоразумение, это градостроительная ошибка, которую вы как мэр как раз можете исправить. Да ну вы меня сразу в тупик, честно. Смотрите, я сказал, смотрите, как все оживились и все улыбнулись, потому что все понимают, что это ошибка. Ну, может быть, это ошибка, но я сейчас не готов к такому разговору. У вас центр города, который там остался еще до недавнего времени, была какая-то историческая я вам среда. хочу сказать. А теперь вы там лепите... Спасибо, но тем не менее приезжают к нам гости и говорят, какая прелесть, высотное и малоэтажное строение. Исторический центр и современный центр, такие здания прекрасные. Ну тут, вы знаете, наверное, я не специалист, спорить с вами не буду. Центр Хабаровска, конечно, очень красив, но тысячи горожан до сих пор живут в гнилых бараках без водопровода и канализации. Люди просят о помощи много лет, но никто не реагирует. Расселять эти бараки никто не будет, так как они зажаты между железной дорогой и шоссе, а значит тут нельзя заработать. А зачем решать проблему, если на ней нельзя заработать? Добро пожаловать в один из худших районов Хабаровска. Некоторые окна выбиты и закрыты фанерой, каким-то полиэтиленом, то есть у людей нету даже, видимо, денег и возможности вставить стекла обратно. Ну, здесь можно посмотреть, как вот выглядит тротуар. Какой-то провал, грязь, там покрышка лежит в каком-то провале. Люки открытые. То есть вообще, короче, полнейший пи***ц. Вон у людей туалет на улице. Вон люди воду носят. Да, слушай, это получается они еще без воды и с печным отоплением. То есть все эти бараки, их довольно много. То есть целая огромная улица. Ну, интересно, кстати, что у людей прямо открыты двери. Почему-то, я не знаю. То есть, видимо, там так неплохо топится. И как-то странно, вот некоторые квартиры, они выселены, у них вот разбиты окна, а наверху люди вот живут. Интересно. То есть вообще непонятно, где здесь живут, а где нет. Ну вот должник. Замечательно. Но должник уже съехал. То есть вот некоторые квартиры, они выселены, а где-то еще живут люди. Вы живете здесь? Да. И как вам здесь живется? Нормально. Нормально все? Да. Ремонт дороги. Какими-то старыми кусками асфальта закладывают ямы. То есть сейчас мы еще, кстати, приехали в хорошее время, потому что несколько месяцев назад, когда не было так холодно, представляй, какое здесь было говнище.
Вот так вот, собственно, друзья, выглядит в 2020 году туалет в одном из жилых районов недалеко от центра. Здесь до центра 5 минут, это Хабаровск. Целая улица с гнилыми бараками, где люди живут без коммуникации, зажаты между железной дорогой и вот этой вот магистралью, где постоянно есть какие-то грузовики. Вот, все развалилось. Развалилось уже давно. Какое-то время здесь на бараках висел плакат «Трамп, помоги». Сейчас, видимо, его сняли, чтобы он не портил вид. Непонятно вообще, когда и как и кто это решит. Проблемы с бараками здесь такие же, как в Архангельске. Люди там десятки лет живут без удобств. Дома гниют и разваливаются, но расселяют их невероятно медленно. Только масштабы в Хабаровске по сравнению с Архангельском немного другие. На многокилометровом проспекте 60-летия Октября всего 67 таких домов. Мэр Кравчук сказал, что для расселения бараков нужен частный инвестор. Но найти его очень сложно, потому что в этой зоне запрещено практически любое строительство. Поэтому ни один застройщик за свой счет людей расселять не будет, а за счет бюджета это слишком дорого. А значит, бараки будут здесь стоять еще и 5, и 10 лет. Никому это не интересно, и если инвестор какой-то может прийти и построить здесь какой-нибудь торговый центр или многоэтажечки и заработать кучу бабла, то проблема решается. А если вот люди оказались между железной дорогой и дорогой, где ничего нельзя построить, то это никому не интересно, и будут здесь люди жить, пока не умрут, не сгниют так же, как эти бараки. И ничего с ними, к сожалению, не произойдет. Вот если бы там не было детей, я бы подумал, что это просто заброшенный, выселенный барак, но нет, тут он дети играют. А сколько лет тебе? 6 лет. Как люди живут? Ага. Здесь же нету ни водопровода, ничего, да? То есть вы ходите на колонку за водой, и печное отопление, и туалета, ничего нету. А сколько вы здесь живете? Родилась здесь. Вы родились здесь и живете? Понятно. И сколько здесь вообще так людей живет в этих бараках? Много, все бараки заселены. А когда их построили? От какого года они? Ну вот это, как мне мама говорила, по-моему, 57-го года. Ну, то есть это послевоенные все. Страшно. То ли потолок на тебя рухнет, то ли сам в погреб пойдешь. Все гнилое, все разваливается. Что самое еще ужасное, да, тут никто вокруг ничего не делает. Потому что вот посмотрите, мы здесь сейчас ходим, да, и тут нету дорог. То есть это просто все, это грунтовые дороги с ямами, с мусором. Тут никто не убирает мусор, то есть вот стоят эти мусорные баки, он переполненный, перевернутый, какие-то собаки здесь эти ходят и все вообще остальное. Здрасте! Вы за водой идете? Бабушка вынуждена идти к этой колонке за водой по этим вот обледенелым тротуарам. От помощи отказывается. Давайте наберем. Давай. Давайте мы отнесем. Пойдемте. Сколько вам лет? 82 года. Как вы здесь живете в таких бараках? И осталась здесь. Осторожней, тут скользко, осторожней. Выпивать стала. Дочь выпивать стала, и вы остались. И я приехала ее держать, следить за ней. Ага. И остались. Сюда. И мне пришлось купить здесь. А здесь за сколько купили? Купила я здесь за 700 тысяч. За 700 тысяч в этом бараке, да? Ничего себе. Ну, это наш лучше. Это наш барак лучше всех. Это самый красивый барак у вас, да? Да. Пойдемте. О, слушай, у вас, да, прям тут картинки висят, да, у вас чистенько, хорошо. И вот вы ходите за водой вот так вот, да? Может вам еще пару ведер принести? Сейчас у нас он молодой, сейчас он быстро принесет. Вот такая, он здесь вот обогреватель, да, так вот чистенько. Бабушка рассказала сейчас историю, ей 82 года, сама она из Самары, у нее 3 детей, вот одна из дочерей начала здесь пить, она приехала сюда, там в Самаре продала квартиру, деньги все раздала детям, пыталась что-то помочь, в итоге здесь и осталась, здесь и осела, купила вот себе здесь такую маленькую квартирку, пару комнат в этом бараке, без отопления, без воды, без канализации, без всего, ну то есть человеку 82 года, вместо туалета ведро на кухне,
вынуждены ходить за водой. Если нету силы идти за водой, то это стоит здесь 50 рублей. Здесь платишь, и тебе эту воду вот с колонки 2 ведра тебе приносят. То есть, ну и живет вот сейчас в таких условиях. В мэрии решили, что помочь жителям бараков можно, повесив поздравительные плакаты ко Дню Победы. Мэр Кравчук считает, что решать проблемы Хабаровска надо патриотическим воспитанием. Например, гораздо лучше жить станет, если нарисовать патриотическое граффити. Похоже, вот это действительно, что искренне волнует мэрию, это как отметить 75-летие Победы, вот этот патриотизм и все остальное. И вот я когда с мэром как встречался, мы подъехали, и он единственное, что он почему-то решил показать мне в городе, единственное, это граффити, посвященное 75-летию Победы. И было видно, что это, по-моему, вот искренне, и с чем он гордится. Прекрасное граффити получилось. Мне это очень понравилось. Это, опять же, инициатива молодежи. Это единственное какое-то нововведение в городе, которое доставляет ему радость. И вот он почему-то решил мне его показать. Мне кажется, это очень символично. Вся эта история с победобесием, с этим патриотизмом. То, что у нас вбухивается столько денег, то, что мы это так замечательно празднуем, а в то же время люди до сих пор живут в бараках, где нету канализации, водопровода, туалеты — это обычно выгребные ямы на улице, печное отопление, люди ходят с ведрами на колонку, живут в действительно каких-то таких страшных условиях. Ну вот на каждом доме зато висит баннер, поздравляющий 75-летие Победы. Такая вот ирония. Уникальная находка Хабаровска — это загоны для нечистот. Люди, лишенные канализации, вынуждены сливать сюда свои горшки. То есть в это еще сложно поверить. Мы возмущаемся, когда стоят эти баки открытые, да, говорим, что это несовременно или еще что-то. Такое там несовременно. Вот просто, видите, выгородили, сделали какой-то загон, куда сбрасывают мусор, и, судя по всему, не очень часто его этот мусор отсюда кто-то убирает. Как жизнь у вас? А? Как жизнь? Как жизнь? Да. Мы уже живем 44 года. И до сих пор сносим. Завалим, как все валится нам. Не переселяют вас? Да вы что? Я живу в этом доме 44 года. Ничего, за квартиру отдай 2000. Вот сейчас иду за квартиру платить 2000. Дверь, обратите внимание, да, вот такая дверь, как в хлеву, я не знаю. То есть, ну даже, я не знаю, ну, нормальный хозяин у себя дома, там, в коровнике такую дверь не делает. То есть она просто самые дешевые, халтурно там слепленные, криво-косо. То есть я вообще не понимаю, кто вот всю эту дверь делал. Такое отношение хуже, чем к скотине там в деревне. Вот я привез. Я привез тебя на южные окраины Хабаровска. Это район Пятая площадка в Хабаровске. Исторически здесь селились досрочно освобожденные заключенные, которых отправляли в обмен на свободу, их отправляли работать на вредные производства. Вот, собственно, они здесь жили, и практически всегда это был такой худший район города, ну, по понятным причинам. И даже здесь, вот я прошу вас обратить внимание на эти двухэтажные домики, которые до сих пор стоят, несмотря на то, что им очень-очень много лет. Эти дома строились для рабочих, для... То есть здесь жили, ну, такие довольно бедные люди, такой вот обычно такой пролетариат, рабочий класс. И посмотрите, тем не менее, да, на декор этих домиков, как оформлены входные группы, насколько сейчас это смотрится красиво, богато и изысканно. Если мы сравним это с домами современными, которые строятся, даже с дорогими домами, то мы такой, конечно, роскоши не увидим. Ну и, опять же, качество работ, да, то есть этим домам уже очень-очень много лет, и тем не менее они стоят, они такие довольно крепкие. А сейчас, как правило, построят что-нибудь, а через несколько лет уже начинает разваливаться. Вообще в этом районе годами практически ничего не меняется, ничего не происходит. Ну вот, недавно тут заасфальтировали тротуар. Это главное событие в этом районе за последние 10 лет. Больше здесь не было сделано вообще ничего. Район вообще такой максимально грустный, потому что вот эти вот двухэтажные домики, они просто стоят, просто на земле среди деревьев. Вот их как построили, так они и стоят. А здесь, видите, видна лавочка. Сразу видно центр притяжения.
потому что на эту лавочку приходят бухать. Вообще здесь такой город довольно протестный, много каких-то надписей против Путина, прямо которые даже никто не стирает, и при этом, ну, если в других городах там что-то против Путина появляется надпись, ее сразу быстро замазывают, закрашивают, то здесь их прямо много, то есть не какие-то единичные истории, а их прямо много, и их никто, эти надписи, не трогает. И вот такие вот надписи в поддержку Фургала можно встретить совершенно в разных районах, вот в том числе и на южных окраинах. А еще обратите внимание, друзья, тут просто шикарные вот эти вот карнизы. И, опять же, вот возвращаясь к качеству строительства, да, какая вот архитектура у этих домов, и ничего не развалилось. Вот все эти деревянные карнизы, все это держится, и просто удивляешься вот качеству строительства совсем такого дешевого, недорогого жилья, которому уже много-много десятков лет, и эти домики стоят и нормально выглядят. Хочу сказать, друзья, что здесь адски холодно. Где-то минус 10, но ощущается на минус 20, наверное. Как мы знаем, коммунальщики борются со всякими нелегальными надписями на фасадах, просто их закрашивая. Хабаровск в этом плане не исключение, только здесь что-то жиденькая краска, поэтому закрашивать получается не очень. Мы показываем сейчас самую безобидную надпись, потому что здесь, в этом районе, очень много рекламы наркотиков. Часто бывает, а чем менее благополучный район, тем больше рекламы всякой наркоты. А здесь в окошке сидит милейший котик, который наблюдает за пи***цом вокруг. Котику тепло, в отличие от нас. Лучше всего понять проблемы того или иного района, это посмотреть на объявления. Помощь, питание, проживание, заработок. Повсюду объявления выкуп авто или денежные займы под залог ПТС, помощь бездомным, алко-наркозависимым и так далее. Каким-то чудом на весь этот пи***ц взирает маленький Ленин. Никаких программ вообще по тому, чтобы люди какие-то жили в нормальных условиях, у нас, к сожалению, нету. Мы часто, у нас пропаганда, она так кивает на Европу, показывают какие-то вот страшные картинки, да, вы посмотрите, что творится там с мигрантами, посмотрите, какие у них там в зоопарках там черепах насилуют или еще вообще всякий пи***ц, который происходит в Европе. Я вспоминаю лагерь беженцев, который я снимал в Нидерландах. Я понимаю, что беженцы живут в Европе гораздо лучше в этих вот социальных гостиницах, в этих лагерях, которые лагерями назвать сложно, потому что они похожи на какие-то 3-4-звездочные отели. Они живут гораздо лучше, чем наши люди живут сейчас в Хабаровске, люди, которые отдали там всю свою жизнь, работая на государство. Ну и вот государство отплатило им нечищенными выгребными ямами, мусором, грязью и полным безразличием. Хабаровск стоит на одной из самых больших рек России – Амуре. Амур входит в десятку самых длинных рек мира. Казалось бы, хабаровчане должны с уважением относиться к реке, благодаря которой и появился город. Например, здесь могли бы построить красивую и удобную для прогулок набережную. Но не стали. Почти все, что было построено здесь за последние 20 лет, все пошло по пи***е. Ничего, все разваливается, смотри. Разваливается, все эти плиты гранитные, которые сюда. Посмотри, они их пытаются замазывать, какие-то сопли. Тут все разваливается. Давай сюда переводи. Все развалилось. Что вы понимаете про изящество и гармонию? Можно было эту водопроводную, не знаю, трубей к таким вот балясинкам сделать. Вот. Но и это все равно не помогло. Даже эта конструкция, потому что все разваливается. Я не знаю, что это заколдованная набережная. Все пошло просто какая-то просто деградация повсюду. Здесь нас ждет прекрасный информационный стенд. Мы помним парк еще таким. Я не знаю, какой он сейчас. То есть, ну, раз они его помнят таким, видимо, сейчас что-то пошло не так. Здесь, кстати, друзья, раньше были лавочки под этими навесами из поликарбоната, а сейчас почему-то лавочек нет, остались только навесы. Или лавочки убирают на зиму, или кто-то их спи***л. А вот там пост охраны. Интересно, есть ли там охранник? Как видно, друзья, пост охраны
несмотря на то, что там у нас и форма висит, и все остальное, но лавочки не уберегли. Вообще интересно, нахрена здесь нужен пост охраны? Что вообще может делать охранник в этом прекрасном безлюдном месте, где даже нету лавочек? Здесь, друзья, смотрите, просто потрясающая навигация. Она такая же банская, как и все, что здесь в этом есть парке. И написано, что там прохода нет. Но, похоже, это обман, потому что там явно есть проход, а тупик на самом деле здесь. Потому что, видишь, смотри, тут тупик, а там знак. А зато здесь есть лавочка. Но нет навеса. Но нет навеса. В общем, лавочка, по-моему, убежала из-под навеса. Тут вообще сложно себе представить более просто более вообще, здесь просто, я не знаю, как так получилось, но здесь отвратительное эстетическое вообще все. Как здесь сделаны поручни, как здесь сделана лестница, украшения, вот вся коммуникация, которая здесь есть, какие-то навесы синего поликарбоната, эти лавочки, вот любая деталь на этой набережной, она просто вот эстетически отвратительная и неприятна. При том, что когда мы там поднимаемся, просто потрясающие здания, изящные, там милые детали, то есть, ну, как люди, которые вообще живут в Хабаровске, как люди, которые смотрят на классные исторические здания, которые контактируют с этими, которые видят, как вообще может быть, которые понимают, что такое красота, и они потом идут и делают вот такое вот говно. Вот смотришь на вот эту вот ограду, да, и невольно думаешь, Сталина на вас, пи***асы, нету, он бы вас за такую либо ограду скормил бы крокодилом в Амуре. Амурским крокодилом. Но еще больше мне нравится Комсомольская площадь. Сейчас магия кино. Мы переворачиваемся. За моей спиной, друзья, Комсомольская площадь, на которой почему-то сделана парковка. Куча машин, все заставлено машинами. И вот этот вот не очень удачный храм. В свое время я этот хабаровский храм включил в свою подборку 100 самых уродливых зданий России. Кто не видел, посмотрите обязательно. Храм действительно стрёмный. Мне он с точки зрения архитектуры совсем не нравится. На его месте раньше был другой, который снесли большевики, и он выглядел совершенно иначе. Некоторые думают, что это восстановили храм снесенный. Нет. Вот посмотрите, какой был снесенный, красивый, изящный. Почему-то на его месте построили вот нечто новое. Здесь какая-то самодеятельность, и, на мой взгляд, совершенно неудачная. Универсальный поздравительный плакат. Просто в начале улицы Муравьева-Амурского висит плакат с праздником, дорогие хабаровчане. С каким праздником не указывается. С Днем Победы, с 8 марта, с Новым годом. В принципе, он милые птицы. Я тоже рад вас видеть. Вот. Удобно. Один раз повесил, и можно не менять. Под все праздники подходит. День народного единства, День России, Новый год, Пасха. Очень, очень удобно. Вот. А здесь самое красивое, друзья, место Хабаровска, это как раз начало вот улицы Муравьева-Амурского, потому что здесь такие дореволюционные дома, хорошо отреставрированные, в хорошем состоянии, вот они такие кирпичные, малоэтажные, там 2-3-этажные, и выглядит просто потрясающе. Вот самое красивое место Хабаровска. Начинайте знакомство с городом отсюда. В плане архитектуры на Муравьева-Амурского представлены, наверное, все стили и эпохи. Тут есть и такие классические, прямо правильные здания, есть и модерн начала прошлого века, и более поздний конструктивизм, и сталинки, и даже представители лихих 90-х и не менее лихих нулевых. Здесь, кстати, возникает вопрос, вот, ну, если относительно вот всех вот этих вот зданий, я имею в виду всех зданий там 20 века, за исключением 90-х, нету какой-то дискуссии, все уже к ним привыкли, все считают, что только это сложившаяся среда, и их нужно охранять и защищать, то представители вот более современной, так сказать, архитектуры, 90-е, нулевые, смотрятся до сих пор как-то чуждо, грубо, неуместно здесь, но некоторые уже начинают говорить, что это тоже уже часть истории, что их уже тоже нужно охранять. Да, вот было такое время, да, была плохая архитектура, но не сносить же теперь, и представители нового времени, пусть такие уродливые, должны на этой улице стоять. Я вам не говорю сейчас ответ, интересно, что вы думаете, напишите в комментариях, нужно ли сохранять застройку 90-х нулевых, или все-таки это были градостроительные ошибки, их нужно скорее снести и поставить
построить здесь что-то более уместное. Что в этой улице еще замечательно, то что здесь проезжая часть, она не такая широкая, какой могла бы быть. Смотрите, есть широченные тротуары, деревья, фонари, а на самой проезжей части всего вот по 2 полосы движения. Во многих городах, где была похожая вот история, дорогу расширили. То есть здесь прямо напрашивалось, наверное, у каких-нибудь дорожников сделать еще по 1 полосе движения, сузить тротуары, вырубить деревья. Но каким-то чудом все это сохранилось. И даже сохранились троллейбусы, которые ходят. Хотя троллейбусы старенькие, но тем не менее вот все на месте. И это просто чудесно. Здесь нужна нормальная остановка, потому что вот так вот, видите, здесь выглядит остановка. Просто лавочки и какой-то такой совершенно маленький, дырявый, открытый всем суровым хабаровским ветрам павильон. При всей красоте Хабаровского центра любоваться им сложно, потому что по Хабаровску просто тяжело и опасно ходить. Город рельефный, но никто не подумал, что есть люди без машин. Для пешеходов центр Хабаровска — это настоящий ад. У вас просто нет машины, вот вы и беситесь. Смотрите, тут бордюры, тут люк, тут какие-то из арматуры сваренные жолоб, там какая-то всратая конструкция из какого-то бетона вообще, я не знаю. Смотри, там парковка, там какая-то бедная детская площадка зажатая. Выйдя на улицу, человек сталкивается с полосой препятствий из лестниц, пандусов и нечищенных тротуаров. Кстати, снег и лед на тротуарах — это вечная беда Хабаровска. Каждый год коммунальные службы не справляются с уборкой города в начале зимы, ходить по улицам порой невозможно и очень опасно. Люди здесь падают, скользят, это все еще, видите, под уклоном, ну, здесь действительно неудобно ходить. И весь вот этот лед, он из-за глупости, потому что они не смогли убрать трубы. Видите, здесь водосточная труба, которую они не смогли убрать ни под землю, никуда. И из-за этого вот льется вода с крыш, все это вот замерзает и превращается в такую наледь на тротуаре. То есть вместо того, чтобы просто трубы уводить сразу в канализацию, отводить воду от тротуаров, они пытаются вот бороться с последствиями. Это практически невозможно, потому что не каждый дом находится, и вернее, не у каждого дома есть ливневая канализация, которой можно этот, значит, ливнестока направить в ливневку. Поэтому, это технически просто невозможно, вы же знаете про это. Да, К этому стремиться надо. Да. Я согласен. Есть разные решения, куда уводить эту воду, да, то есть вы ее можете доводить, например, также до проезжей части, где она естественным путем, как у вас вода там вдоль обочины, спокойно пойдет дальше до ливневки. Главное, чтобы она не на тротуар, у вас она на тротуар льется. Я же сказал, есть технические решения. Ну вот. Но это очень тяжело. Ну вот, друзья, типичная среда, в которой оказывается пешеход. Хабаровск. У нас там еще раз, смотрите, у нас тут как бы главная улица. Здесь у нас мертвый голубь. Асфальт, который, не знаю, не меняли вообще, наверное, никогда. Какой-то грязный, облезлый поручень на каких-то арматуринах приваренный. Лестница вся разбитая, вообще все кривое. Плюс тут у нас отваливаются какие-то куски фасада. Значит, на дорогу пойдет. Что-то... Ты действительно, ты отходишь буквально в 10 метров, и ты выпадаешь. Такое впечатление, я не знаю, что здесь произошло, но это выглядит просто странно. И я уверен, вот по этой улице никогда не ходил ни один чиновник, ни мэр, ни его заместители, потому что если бы они здесь прошли, они бы сделали выводы и это как-то исправили. Но поскольку они здесь не ходят, они, скорее всего, ездят на машине. Вот для машин асфальт там ровный, там чистая дорога, там ровный асфальт, там все замечательно. Для пешеходов здесь какая-то торчит арматура, опять разбитая лестница. И это самый центр. Здесь даже не чистят. То есть тут листва лежит, какие-то бутылки из-под водки. То есть это даже не чистят, потому что листья здесь опали несколько месяцев назад. Но никто до сих пор не убрал. Зачем убирать дорожки для пешеходов? И так сойдет. Хреново. Хреново? А почему? Много. Еле иду. Во, а мы как раз снимаем про то, что здесь ходить невозможно, все развалено. Точно. Как вы ходите? А я вот так. Так, а когда скользко вот это вы... Ой, всяко разно. Всяко разно хожу. Мы просто из Москвы, да, и мы как-то удивлены, что здесь так разбитые тротуары не убирают и вообще это... Ну, вообще это ужасно. Сложно ходить, да? Здесь сложно, да. Я тут недавно работаю, и недавно здесь 2 недели хожу. Это место вообще боюсь. У меня
ноги переломаны, машина когда-то сбила. Вот прям по стенке. Или вот так обхожу. Ну вот, друзья, просто мы дальше идем по этому тротуару. Просто оцените качество среды, да? Обледенелый тротуар, то есть вот это все наледь. Дальше тротуар вообще кончается. То есть вот что дальше делать пешеходу, по мнению мэрии? Еще раз, вот это главная улица, это самый центр, главная улица. Мы спустились по этим кривым разбитым лестницам. Мы перешли здесь все заставлено машинами. И дальше тротуар просто кончается, и какая-то тут обледенелая тропинка, по которой нам, по идее, надо идти. Если вы вдруг думаете, что можно пройти по другой стороне, то нет. Там тоже, видите, парковка и тоже обледенелые эти спуски. Машины паркуются прямо на земле. То есть мы здесь вот эти обходим все эти машины. И полнейший пиздец просто везде, в самом центре Хабаровска. Какой-то полнейший люк открыт. Смотрите, просто люк так вот мило открыто, не знаю, видимо, там что-то вентилируется. Оказывается, можно просто так вот открыть люк, без ограждения, безо всего. А все потому, что никакой нет ответственности. Вот если сейчас кто-то провалится туда, в этот люк, то за это никто не будет отвечать. Вот где-нибудь в Америке здесь бы стояла куча ограждений, стоял бы специальный человек, следил бы за всем внимательно. Потому что в Америке, если вы, не дай бог, там повредитесь, вы подадите в суд, и ваши юристы отсудят миллионы у тех, кто отвечает за эксплуатацию этого участка. В Хабаровске, как и в других городах России, всем посрать на людей. Человеческая жизнь и здоровье ничего не стоит, а самое главное, никто за это не отвечает. Мы продолжаем изучать среду. Это вот Кирюша стоит на супер опасном. Кир, как ты себя чувствуешь? Ты бы спустился здесь с детской коляской во время... Я представляю, как бы я с сыном спускался бы тут и очень... нет, сейчас еще, знаешь, трекинговая обувь она спасает. А зимой, когда тут... Нет, слушай, ну то есть это просто, этот уклон, он преступный. Нельзя делать такие уклоны. То есть это... Дороги автомобильные меньше уклон. Да, то есть у автомобильной дороги меньше. Это просто уклон градусов 30 здесь. Вот, ну, по ощущениям, я не знаю, вот посмотрите, да, здесь реально уклон градусов 30. И вот так вот предполагается, что здесь по Хабаровску будут ходить люди. Это пиздец, друзья, это просто какой-то... Это полнейший бардак с машинами. Посмотрите, все заставлено машинами, весь город завален этими машинами, и нету платной парковки. То есть люди, они бросают машину, где им удобно, никто их не штрафует за это, и мэрия боится вводить платную парковку, боится наводить порядок с парковкой. Как креативно, тут есть на любой вкус. Есть ступеньки помельче, есть ступеньки побольше, есть пандус с каким-то ненормальным уклоном. То есть здесь прямо на любой вкус. Здесь надо понимать, что из-за того, что такая опасная среда и такая недоступная среда в Хабаровске, многие люди, они просто не имеют какой-то банальной возможности просто выйти и погулять по городу. То есть, когда я говорил с мэром, он говорит, какой у нас замечательный город, какой он красивый. И действительно, Хабаровск очень красивый город, сложно здесь не согласиться. Только нужно понимать, что, например, зимой многие люди просто не могут выйти на улицу. Особенно вот пожилые люди, которые понимают, что идти действительно опасно. И падение, например, если я упаду там, я еще как-то отряхнусь и пойду, и я сильный, я нормально могу как-то выжить, я могу выжить в Хабаровске, то многие пожилые люди, больные люди, они не имеют возможности, потому что для пожилого человека падение может быть вообще последним в жизни. Часто пожилые люди, они просто в России месяцами сидят дома, не выходят ни на улицу, потому что вот город настолько опасный, настолько недоступный. С этим, конечно, надо что-то делать, и мне кажется, очень первоочередная задача в Хабаровске — это сделать город безопасным и доступным, чтобы по нему можно было спокойно ходить в любых районах, вне зависимости от своего физического состояния. Мы сейчас будем проводить тест чемоданов. Это простой тест, чтобы понять, насколько комфортна городская среда. Достаточно взять дома чемодан и пойти с этим чемоданом гулять по городу. Желательно, чтобы чемодан был тяжелый. Ну и вот далеко мы уже не ушли, только вышли из отеля, как приходится выходить на проезжую часть, потому что по тротуару идти невозможно. Так, ну что, тест на чемодан. Кир, давай. Да, я буду снимать, как ты страдаешь. Вообще, я, конечно, тайно надеюсь, что ты упадешь сейчас, поскользнешься и покатишься кубарем до самого низа этой улицы. Но я тебя люблю и зла тебе не желаю. Как, комфортно, Кир? Пандус такой тебе, видишь, сделали. Что ты спотыкаешься? Что, узенько? Неудобненько? Ну, смотри.
путешествие проскальзыванием по льду замечательно. Скажи, пожалуйста, вот просто смотри, многие же обвиняют меня, что я и грязь ищу специально, и вообще как-то. Вот с точки зрения пешеходной инфраструктуры, ты заметил дискомфорт в Хабаровске? Безусловно, мы же только что на это посмотрели. В принципе, я не то чтобы заметил дискомфорт, я не заметил комфорт. И тут нету намека просто даже. Хабаровск расположен очень близко к Китаю. По прямой тут до китайской границы менее 100 километров, и китайцы активно участвуют в хабаровской жизни. Например, они подарили городу площадь, на которой можно сломать ногу. А хитрые китайцы решили с одной стороны сделать подарок Хабаровску, с другой стороны привлечь клиентов в свои клиники. То есть китайцы, они ж не такие простые, как кажутся. Поэтому хабаровчане разинули рот, подарок, да, и позволили сделать здесь вот такой вот скверик. Но на самом деле это не подарок, это генератор травм, потому что китайцы, они сделали здесь все из полированного гранита, и это все невероятно скользкое, поэтому как только выпадает первый снежок, здесь начинается просто полнейший... Да, вот человек еще бежит. Так, сейчас мы посмотрим, как он упадет и сломает ногу. Не упал. Это опытный хабаровчанин, он привык. Нужно было обнести это все ленточкой, взять, я не знаю, какой-нибудь там пескоструйный аппарат или еще что-нибудь, и, по крайней мере, сделать так, чтобы это весь гранит, который здесь, не был настолько гладким и настолько скользким. Вот. А лучше нужно было подумать вначале, перед тем, как принимать вот этот вот подарок. Ты падала здесь? Да, Да? пару раз. Ты пару раз падала здесь? Да. Почему сделали? Даже летом можно падать. Как думаешь, почему здесь появилась эта площадь? Ну, это подарок от Китая. О, Прекрасно. Прекрасная вещь. здорово. Тебе Подарки нравится? надо принимать, конечно. Александр, принято решение делать там реконструкцию. Это еще в прошлом году я сказал, будем делать. Там мы пытались этот мраморный гранит как-то сделать, ничего не получилось. То есть делать рифленого, что-то еще. То есть его надо полностью убирать, вскрывать и делать реконструкцию. Поэтому принято решение, я с вами согласен. Я сам так чуть читал. Надо дизайн-кодом что-то делать. С вывесками и со всем остальным, что у вас вот вдоль еще всей этой улицы происходит, потому что ваше вот это вот чудесное граффити, которое молодежь нарисовала, оно совершенно не видно, да, я здесь вижу энергетическую компанию, которая почему-то решила изуродовать фасад своими какими-то панелями синими, да, там какой-то магазин решил, что он будет черный, тут кто-то розовый, красный, не то, что это граффити, не чувствуется, да, а не видно же архитектуру города. Вот сейчас встречались с мэром, и один из вопросов, который я понял, что по Хабаровску сложно ходить. Вот мы просто стоим на остановка, да, здесь забраться на эту остановку невозможно, здесь какие-то разломанные бордюры и вот это все остальное. Почему-то на самой остановке паркуются машины, то есть просто люди бросают машины на автобусной остановке, их за это никто не штрафует, они здесь стоят. Ну и кроме того, можно посмотреть, сколько там места. То есть люди ждут автобус просто среди припаркованных машин на какой-то непонятной там лавочке, на кривой плитке, и это происходит в центре города. И это не какая-то исключительная такая ситуация. Такая ситуация, она, к сожалению, в Хабаровске везде. Когда ты оказываешься здесь пешеходом, ты сталкиваешься с вот такой вот агрессивной городской средой, которая против тебя. В Хабаровске работает наш фонд «Городские проекты», который занимается улучшением городской среды. И чтобы посмотреть на город не только глазами мэра, мы прошлись по Хабаровску с представителем городских проектов. Всем привет, это Георгий, я глава городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца в Хабаровске. И сейчас мы на одной из самых колхозных новых площадей в нашем городе, которая посвящена тому, что не так давно нашему городу присвоили статус города воинской славы. И в честь этого решили сразу забабахать вот такую площадь, на которой отсутствует какое-либо благоустройство. А вот это здание Дом офицеров, которое уже почти 15 лет реконструируют. Вот это здание, это достаточно редкое для России вот такое здание, потому что это здание из манжурского кирпича. Это чисто такая дальневосточная тема, и в принципе на Западной России вот таких зданий вы особо и вообще в принципе не встретите. А это одно из немногих нормальных зданий РЖД в стране. Но вы сильно не радуйтесь, потому что мы сейчас спустимся вниз и покажем то, какое они построили новое здание для себя. А теперь мы оказались у самого обычного здания РЖД, как и в любом обычном городе России. В принципе, ничего нового. А вот здание, которое стоит сзади меня, его восстановил хабаровский местный предприниматель. Он уже восстанавливает второе здание, деревянное 19 века за свой счет. Вообще оно было до этого, про это есть целая статья на сайте Snow.ru.
И там его вообще, он был в таком состоянии, что его сносить в свое время хотели. И вот он за свой счет полностью восстановил вот это купеческое здание, и сейчас он хочет тут сделать внутри офис, именно не меняя. Он уже одно здание также вот сдал, там внутри офисы. Но именно сам именно внутри, то, что все, он ничего не менял. Готово. Вообще, когда Хабаровск начинали строить, его строили по градостроительным планам Санкт-Петербурга. Поэтому, в принципе, мы видели, что у нас очень город похож на Питер, особенно та часть, которую в 19 веке строили. Поэтому у нас в городе есть вот такие дворы питерские. Вот таких несколько у нас дворов. И, например, вот Владивосток, например, строили по градостроительным планам Москвы. Поэтому Хабаровск и Владивосток в этом плане тоже очень сильно отличаются друг от друга. Хабаровск тоже не миновала участь этого озаборивания. Я сижу на таком прекрасном заборчики, которые начали здесь недавно появляться вокруг бульваров. А мы с вами что знаем? Что забор – это первый признак ошибок в проектировании, первый признак неудобного города. Собственно, здесь просто отличный пример. Вот смотрите. Тут идут люди, и людям хочется идти прямо, идти дальше вдоль бульвара, им нужно переходить улицу, но почему-то проектировщики решили переход отсюда убрать. Здесь сейчас как бы официально перехода нету, а чтобы люди не ходили, они решили поставить здесь забор. Естественно, вот эту секцию забора люди выломали, люди продолжают ходить, но теперь они исходят нелегально. В чем проблема? Водитель, который едет, он не ожидает, что здесь пойдет человек, то есть этот переход стал еще более опасным, аварийным. Человек теперь рискует, да, действительно, нет никакого ни освещения дополнительного, ничего. Водитель едет, не видит ни знаков, он не ожидает, что там пойдет пешеход. В итоге хотели сделать улицу безопаснее, получился пи***ц. Как, в принципе, всегда, когда появляются заборы. В нормальном городе заборов нету, потому что в нормальном городе проектируют так, что заборы просто не нужны. Как только у вас появляется необходимость общаться с пешеходами как с баранами, загонять их в какие-то загоны, огораживать от них что-то, значит, проблемы с проектировщиками. Проектировщику пора на пенсию куда-нибудь пасти тех самых баранов, а городом точно не заниматься. Не говоря уже о заборах вокруг административных зданий. Здесь, говорят, здания ФСБ находятся. Но, тем не менее, видите, у них есть какая-то огромная территория, она опять обнесена забором. Все административные здания у нас обносят заборами, хотя там, опять же, есть территория, которая могла бы использоваться людьми, у них есть какое-то благоустройство, которое могло тоже служить людям, но все это закрыто, все это недоступно, зато у нас везде заборы, забор, идешь по городу, как по кладбищу. Есть легенда, что, посетив в 1959 году США, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев решил сделать советский Сан-Франциско из Владивостока. Mr. Khrushchev is highly pleased with the city of San Francisco. San Francisco and Vladivostok, he declares, are both windows on the Pacific, and he expresses the wish that trade between them may grow. Вроде бы все логично, оба города лежат на берегу Тихого океана, а сейчас в обоих даже есть знаменитые мосты. Но у меня на Дальнем Востоке с Сан-Франциско больше ассоциируется Хабаровск. Хабаровск очень интересно устроен. Главная улица, она идет как бы по вершине холма. Начинается все это с Комсомольской площади, откуда открывается такой прекрасный вид на Амур. А прекрасный он потому, что другой берег не застроен. То есть мы стоим на смотровой площадке, крутой склон и видим такие бескрайние просторы. Это редко в каком городе такую красоту видишь. И, собственно, от Комсомольской площади начинается улица Муравьева-Амурского, главная улица, местная Тверская, местный Невский проспект. Главный кайф этой улицы, что она идет как бы по вершине такого холма, и с двух сторон низины, и в этих низинах находятся такие два длинных бульвара. Вот это хорошо видно на карте, как устроен центр города. Весь кайф в том, что каждая перпендикулярная улица, она открывает потрясающие виды. Мы, когда идем по Муравьева-Амурского и смотрим по сторонам, мы видим, как уходят далеко, открываются такие прямо потрясающие перспективы улиц, которые сначала спускаются с холма, потом поднимаются на новый холм. И это очень красиво. Подобные ракурсы, они свойственны как раз Сан-Франциско. И здесь такая ирония, потому что Владивосток, который конкурирует с Хабаровском за главный город Дальнего Востока, вот так вот Владивосток когда-то давно Хрущев сравнил с Сан-Франциско, и до сих пор еще осталось, что Владивосток — это наш Сан-Франциско, видимо, благодаря морю, благодаря мостам и так далее. Но в плане улиц на Сан-Франциско похож как раз Хабаровск. Хабаровск спорит с Владивостоком, какой город лучше. Я считаю, что Хабаровск гораздо лучше Владивостока, потому что в Хабаровске есть, например, вот такая вот улица. В Хабаровске еще машины не до конца победили.
Несмотря на то, что здесь куча проблем с пешеходной инфраструктурой, когда ты ходишь по Хабаровску, ты иногда вообще удивляешься, какой есть кошмар и ужас. Но, тем не менее, тут еще остались какие-то приятные места, по которым хорошо погулять. Владивосток, к сожалению, ничем порадовать пешехода не может, поэтому мы выбираем Хабаровск. Пора покидать Хабаровск, за моей спиной новенький аэропорт, его только недавно открыли. Что можно сказать про Хабаровск? Хабаровск очень и очень красивый город, действительно один из самых интересных, удивительных и красивых городов в России. Здесь просто невероятные пейзажи открываются. Улица вот Муравьева-Амурского в моем личном рейтинге это вообще одна из самых красивых улиц России. То есть это город, который обязательно нужно посетить. Но в то же время здесь есть много проблем и есть большая угроза, что город испортят. Идет бесконтрольная застройка этими многоэтажками в центре. Многие исторические здания разрушаются, гниют, ими никто не занимается. Совершенно ужасная вот эта пешеходная инфраструктура, город опасный, зимой его не чистят и так далее, и так далее. Я в Хабаровске бываю часто, был 5 лет назад, несколько лет назад, последний раз приезжал, и, к сожалению, я не вижу каких-то улучшений, я не вижу изменений, то есть все потихонечку становится хуже и хуже и хуже, все больше многоэтажек, каких-то жилых там торговых комплексов, все меньше красивых исторических зданий, все больше какого-то бардака. Вот, хотелось бы пожелать Хабаровску и хабаровчанам отстаивать свой город, требовать хорошего благоустройства, чистых ровных тротуаров, классных общественных пространств, которых в городе вообще, по-моему, нету. В общем, есть над чем работать, и очень хочется, чтобы у Хабаровска все получилось. Спасибо, что смотрели, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, комментарий, распространить ролик. В общем, вы знаете, что делать, а мы с Киром полетим дальше, чтобы снимать вам классный контент. Всем пока. Давай. Я не буду ничего рассказывать, Илья. Если ты искал, подготовь какое-нибудь мнение о Хабаровске. У меня нет ничего в голове. Хабаровск, клево. Я Владивосток люблю. Ты не любишь Владивосток. Полетели в Магадан.